В Stalker 2 очень редко, но по старой памяти встречаются криповые моменты. Или хотя бы попытка в них. То контролер своей атакой камеру приблизит, то кровосос из воздуха появится. Все это едва ли можно назвать хоррор-моментами. Однако не сомневайтесь, в игре есть кое-что по-настоящему страшное. И это подвал Каланчи. Придя на заброшенную базу Чистого Неба, мы обнаруживаем здесь ретконы. Переписывание сюжета игры Stalker Чистое Небо. Да так, что ее сюжет и, простите за пафос, посыл выбросили в мусор. В общем, это обзор ретконов Stalker 2, разбавленный интермедией о лягушках. Шутишь? Как только мы приходим на базу ЧН, появляется задание укрыться от выброса. Сделать это надо в погребе, но на самом деле можно дальше лестницы не заходить, а переждать выброс у входа. Впрочем, по сюжету спуститься вниз придется. Спуститься в лабораторию Каланчи. Помните вот этот затопленный погреб в ЧН? Я думаю, не помните. Вот теперь оказывается, что тут все это время был спуск в подвал Каланчи, как я его называю. А официально это лаборатория Каланчи. Если в трилогии лаборатории располагались под крупными объектами, будучи их подземными этажами, что логично, то в Stalker 2 есть буквально лаборатория под хутором. Под болотами под хутором. У Каланчи тут даже свой санузел, то есть тут есть водопроводная и канализационная системы. Короче, в подвале Каланчи стоит визиограф. Устройство для общения с осознанием. А рядом журнал сеансов связи. Еще один шокирующий КПК находится в комнате, где в ЧН Шрам приходил в себя. Добраться до этого КПК можно при помощи лютых акробатических трюков. Давайте все это прочитаем. 2011 сентябрь. ВД. Это такой намек, что ВД это Валентин Далин, главный осознанец. Отвечаю на предыдущий запрос. По состоянию на сентябрь 2011 года аномальная энергия, поступающая из ноосферы, все еще нестабильна. Так называемые выбросы – результат этих флуктуаций. Продолжайте наблюдение и сбор данных. Каланча. Принято. Продолжаем наблюдение. ВД. Для обеспечения функционирования плана «Клинок» вам необходимо принять в ряды группировки агента АНШ-017. Спойлер, это Шрам. И обеспечить за ним наблюдение. В случае обнаружения нестабильной работы его нейропрограммы, нужно мотивировать агента на поиск и ликвидацию сталкера АЛС-013. Спойлер, это Стрелок. Лебедев. Принято, наблюдение будет установлено. И дальше. Последний приказ Лебедева. Шустрый, мост провалился. Проект Unkill по защите ученых скомпрометирован. У меня для тебя последнее задание. Пока Шрам ищет Стрелка, тебе нужно найти информацию о сталкерах по кличке Клык и Призрак. Если встретишь их самих, устрани. Удачи. Во-первых, Unkill — это щит бога Марса. Во-вторых, очень странно указывать инициалы ВД. Смысл осознания в том, что сознания этих ученых слились вместе. Больше нет никакого отдельного Валентина Далина. Есть только осознание, объединенное сознание нескольких людей, которое общается через голограмму, условно называемую представитель. Это по сути и есть все осознание. Из него нельзя выделить часть. И самое главное, что в билдах Stalker 2 в раннем тексте журнала сеансов реплики были подписаны именно как представитель, то есть было-то все правильно, но потом к релизу обозначение представителя поменяли на ВД. И небольшой экскурс в историю Тени Чернобыля. В Тени Чернобыля представитель был задуман изначально именно как не часть осознания, а человек, который обслуживает эти капсулы. То есть представитель как раз таки был ученым, который помогает осознанию на Земле. То, чем в Stalker 2 стал мост. Но после решили, что пусть игрок разговаривает прямо с голограммой. И самое главное, в-третьих, в Stalker 2 историю Чистого Неба полностью переписали. Теперь оказывается, что Чистое Небо — это марионетки осознания, а Шрам — это агент осознания. На протяжении всего сюжета ЧН чистонебовцы якобы манипулировали и обманывали Шрама. Да! Разработчики Stalker 2 канонизировали теорию Занзакса. Вот из этого видео. Вначале Занзакс даже отмечает, что нигде такой теории нагуглить не смог. То есть он буквально ее сам придумал. Ну или первый, кто публично озвучил. Ну и как бы фанатская теория — это фанатская теория. Она на то и есть теория, что может быть там нелогичной где-то. Ну, это просто размышления на тему «а что если?». Я могу понять, почему люди придумывают теории, хоть сам я такого ватсонианского подхода
сюжета не придерживаюсь. Подробнее моя позиция рассказана вот здесь. И теперь это часть лор-канона Stalker 2. Причем я об этой детали узнал из-за сливов до релиза. И настолько выпал в осадок от гениальности переосмысления ЧН, что тогда-то и стал снимать вот те видео. Как будущий на тот момент Stalker 2 вообще не будет стыковаться с трилогией. Кстати, образ Лебедева-злодея, Лебедева-манипулятора — это образ не только из теории Занзакса, но также из мода «Возвращение Шрама» и книг Дмитрия Силова. Опять-таки, это самостоятельное творчество. Авторы что хотят, то воротят. Ну, вам может это нравится, может нет. Но это же, неофициальные источники, это просто фанфики. Так что, окей. В то время, как Stalker 2 это официальное продолжение. Вот понимаете, это как начать делать игру, не знаю, там, по Человеку-пауку условному, но пойти нагуглить самые популярные порно-фанфики и делать игру по ним. Просто потому что, это же самый популярный контент, который разрабам выдал поисковик. Вот и тут образ Чистого Неба скопирован из хайпанувшего видео и прочего популярного фан-контента. Но оригинальные разработчики ЧН не имели в виду, что чистонебовцы обманывали Шрама. И проблема не только в этом, в том, что изначально было так, а теперь по-другому. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что новое переосмысление делает весь сюжет приквела бессмысленным. Развивать и добавлять в продолжениях новые аспекты, не задуманные изначально, это нормальная практика. Но нужно делать это с оглядкой на то, как новая информация стыкуется со старой. Можно придумать новый аспект, не задуманный изначальными разработчиками, но хорошо стыкующийся с существующим миром и заполняющий белое пятно во вселенной. А можно наворотить делов, как это и сделали авторы Stalker 2. Смотрите, предыстория Чистого Неба в оригинальной трилогии была задумана такой. После образования зоны ученые проекта X разделились. Одни решили, что нужно создать осознание для сдерживания потока ноосферы. Вторые, что нужно пойти в зону и пытаться в ней найти ответы на вопросы, что делать дальше. Так бывшие X ученые разделились на осознание и группировку Чистое Небо. Все это есть в дизайн-документах. Такова была задумка, и исходя из нее выстроен сюжет. Интересен такой отрывок из синопсиса ЧН с ранним описанием сюжета. После посещения тайника Стрелка, наконец-то ЧН выдает игроку новую информацию о себе. Лидер сообщает, что когда-то они также принимали участие в тех экспериментах, из-за которых произошла катастрофа. Затем ученые разделились на два лагеря, и одна группа получила кодовое имя Осознание. Эта группа находится где-то в центре зоны. Они-то и генерируют выбросы. К ним и подбирается Стрелок со своими друзьями. Если он сможет при помощи дешифратора пройти через дверь бункера управления Монолитом, испуганное его приближением осознание сгенерирует такой мощный выброс, что нервная система наемника сгорит в одно мгновение. То есть вообще планировали, что ЧН прям раскроет все карты. По итогу в релизе Лебедев, конечно, не договаривает, не упоминает осознание, но о вранье и тем более манипуляциях речь не идет. Я был там на станции, еще молодым специалистом. А вот что там сейчас, не знаю. Я знаю о зоне много, но рассказать могу пока не все. Некоторые вещи тебе придется принять на веру. В трилогии прямым текстом предыстория не озвучивается, но оставлены намеки. Это и знаменитое фото Лебедева в X8. Кстати, фото Каланчи тоже там планировалось. И сами реплики Каланчи написаны так, что он точно знает о возникновении зоны больше, чем говорит. Все. Дальше этих намеков ты как фанат либо изучай диздоки, чтобы точно узнать предысторию, написанную черным по белому, либо интерпретируй и выдумывай, потому что если исходить из позиции канона, то материалы с разработки, они все-таки не являются тем самым каноном. У тебя есть только игра, и ты только исходя из нее пытаешься понять, вот что здесь правда, что нет. Но только это позиция фаната, а не позиция официального разработчика. Потому что если игру интерпретирует официальный автор продолжения, он должен быть уверен, что его версия работает. Или интересно переосмысляет оригинал, но не ломает его, не превращает в цирк. Авторы приквела никогда не имели в виду, что ЧН это марионетки осознания. Да и в таком случае сюжет ЧН превращался бы в полнейший бред. Всю первую половину игры мы проводим расследование, пытаясь понять, а кто вообще проник в центр зоны, что это за группа Стрелка. А всю вторую половину сюжета мы пытаемся догнать Стрелка, точно зная, что виноват он, и вот мы идем по следу, убивая толпы монолитовцев. Согласно Stalker 2, это не имеет смысла, ведь якобы Лебедев изначально знает, что в
центре был именно Стрелок. В записях есть кодовые обозначения Стрелка и Шрама. То, что это именно их обозначение, мы узнаем в конце игры. То есть Лебедев еще и коды агентов наизусть знает, кстати. Впрочем, игрок может догадаться и сразу, что имеется в виду. По буквенным сокращениям. Они типа с намеками на клички Стрелок и Шрам. Согласно Stalker 2, Шрама изначально запрограммировали на убийство Стрелка. До сюжета ЧН. Он сразу был агентом, но вместо этого пошел водить ученых по болотам. Типа нейропрограмма сбилась. После нагрянувшего выброса, согласно Stalker 2, его нашел никто иной, как Шустрый. И разработчики Stalker 2 нам говорят, что вся первая половина игры была спектаклем. Лебедев знал, что надо искать именно Стрелка, но делал вид, что не знает, чтобы Шрам все сам узнал. Неудивительно, блин, что они не успели остановить Стрелка. Окей, спишем это на то, что Лебедев не знал, где именно сейчас Стрелок. И это расследование на самом деле было не чтобы узнать в принципе о группе Стрелка и их планах, а тупо чтобы узнать его местоположение. Но что мешало Лебедеву сразу сказать, что вот мы знаем, что в центр зоны прорывает Стрелок, твоей нервной системе хана, давай искать конкретно Стрелка. И даже не спрашивайте, можем ли мы предположить, что осознание могло отозвать монолитовцев из Лиманска, или наоборот приказать им убить бандитов, и даже опустить мост, или вообще отключить выжигатель, чтобы вместо моста ЧН вот там прошли. Да, это все кринж какой-то. Именно такие кринжовые вопросы вызывают редконы Stalker 2. Кстати, во втором Сталкере много редконов, и один из них — это врожденный 5-й уровень пси-защиты у Шрама. Stalker 2 так решили объяснить, почему он пережил выбросы. Из-за врожденной нереальной пси-защиты. А значит, выжигатель даже выключать бы не пришлось. Шрам, по версии Stalker 2, мог бы просто через него пройти. Так, а во второй части сюжета мы пачками убиваем монолитовцев, а монолитовцы пачками убивают чистонебовцев и пытаются прикончить Шрама. Хотя монолитовцы защищают осознание, и чистонебовцы теперь якобы защищают осознание, связываясь напрямую с Валентином Далиным. И еще они связаны с организацией МОСТ. МОСТ — это новая сущность в Stalker 2. Это ученые, которые частью осознания не являются, то есть прям в капсулах не лежат, но подчиняются осознанию и помогают им, оставаясь просто людьми. Сама аббревиатура взята из диздоков первого Сталкера. Но именно аббревиатура и все, потому что для первого Сталкера рассматривалась вот такая идея упоминать некий МОСТ — Министерство секретных технологий. Авторы Stalker 2 взяли аббревиатуру, но придали ей совсем новый смысл. И да, в одной из концовок прямо показано, как монолитовцы подчиняются команде. Это на случай, если кто-то сейчас напишет в комментариях, что монолитовцы не управляемы, и поэтому по приколу убивали чистонебовцев. Более того, бродяга в своих воспоминаниях также подчиняется приказам Монолита. То есть в рамках Stalker 2 сознание могло и должно было бы отдавать приказы не убивать чистое небо, раз уж вы утверждаете, что они заодно. Так, а еще в конце ЧН осознание бахает выброс. То есть осознание само убивает чистонебовцев, пытающихся их же защитить. А какого хрена? И все это, чтобы накрыть одного стрелка. Да и еще этого сделать и не получается. То есть в оригинале осознанию реально было пофиг на ЧН, это были их бывшие коллеги. Но в Stalker 2 это их действующие агенты. Мне, кстати, фанаты Stalker 2 пытались писать, что МОСТ — это якобы самостоятельная организация. Поэтому отдельно отмечаю, что это не так. Именно МОСТ, согласно редконам, кодировал агентов. И вот есть осознание, есть МОСТ, есть группировка Чистое Небо. Я понимаю, вы, наверное, запутались, но, короче, они все связаны. Они все работают вместе. И вот теперь получается, что целая карманная группировка ЧН в конце сюжета ЧН осознанию больше не нужна, они всех убивают. Разумеется, я тоже что-то могу упустить. Я могу что-то не так понять. Поэтому, если вы считаете, что эти логичные объяснение всего этого, исходя из текстов релиза, то тогда добро пожаловать в комментарии. Но повторюсь, прошло 5 месяцев после релиза. Я максимально все изучил. Я почитал все эти споры и оправдания. И пришел к выводу, что просто все эти редконы — это бред. Они рассчитаны на то, что игрок вообще не будет думать. Он прочтет эти записки и такой: ничего себе! Все это время Чистое Небо были манипуляторы! Вау! И все, и дальше не будет никак осознавать сюжет Чистого Неба. И я даже понимаю, что эти люди
скажут? Они скажут, что в конце ЧН была настолько критическая ситуация для осознания, что вот они пожертвовали целой группировкой, лишь бы остановить Стрелка. Окей, принимается, без проблем. Вот только в оригинале почему-то все было логично. Возникает вопрос, на кой черт все отредконили так, что теперь нужно изворачиваться и нужно объяснять решение осознания там, где в оригинале объяснения не требовались. Мотивы и позиция чистого неба в оригинале были понятны, а теперь нужно изворачиваться и придумывать. Почему в свете новых редконов они вот поступали так и так, почему монолитов своих там убивали? Вообще вот этот финальный выброс и то, что осознание убило чистое небо, на самом деле в свете редконов вот именно этот момент не так уж страшен. Это просто, ну, скорее смешно. Это лишний раз показывает, насколько все это чушь. Злые манипуляторы чистое небо вот настолько пытались обмануть Шрама и разыграть спектакль, что специально убивали монолитовцев, которые должны остановить Стрелка. Хотя и чистонебовцы должны остановить Стрелка, и Шрам должен его остановить. А вот они друг друга убивают. А потом они еще и специально погибли под выбросом, а то вдруг Шрам не поверит. И вопрос даже, знаете, не в том, как эти редконы объяснить. Вопрос зачем? Просто зачем нужно было издеваться над сюжетом ЧН? Ну если у вас новая игра, как бы перезапуск, ну пусть это будет история Скифа. Зачем издеваться над трилогией и переворачивать ее вверх ногами? Или самостоятельная история Скифа без постоянного поверхностного фан-сервиса просто неинтересно? На самом деле у меня есть версия, что новые сценаристы просто не поняли концовку ЧН. Для этого вернемся к журналу сеансов связи с осознанием. Тут сказано о выбросах и сказано не совсем понятно. Зато в билдах текст был проще. В нем прямо говорилось, что осознание не способно сдержать всю аномальную энергию. И потому происходят, цитата, неконтролируемые и непредсказуемые выбросы. Это сообщение было отправлено хронологически еще до начала сюжета ЧН, то есть до того, как Стрелок проник в центр зоны, и произошел большой выброс, который по задумке старой команды осознание бахнуло вручную. Но в Сталкер 2 осознание предупреждают чистонебовцев, что вот они не контролируют выбросы, и следом он действительно происходит. То есть в таком случае этот выброс не был связан с походом Стрелка. Возможно, именно это авторы Сталкер 2 и имели в виду, что осознание в принципе вообще никак не контролирует выбросы. И в том числе тот в концовке произошел не потому, что его кастануло осознание, а потому что они не могут предсказать выброс, не могут его сдержать и, короче, вот так повезло. Если это так, то выходит, перечеркнута вся концепция выбросов как реакции на угрозу проникновения Стрелка в центр. В оригинальной игре говорится, что есть два вида выбросов. Обычные, сброс энергии, и специальные, вызванные, чтобы убить Стрелка. Но то, что происходит сейчас, простой разрядкой не объяснишь. У Лебедева есть большой диалог о природе выбросов. Он говорил, что пока Стрелок пытается проникнуть в центр, выбросы продолжаются и расшатывают зону. А если уничтожить Стрелка, выбросы прекратятся. Если частые выбросы не остановить, зона расшатается настолько, что случится новая катастрофа. Теперь вся эта концепция выброшена в мусорку, потому что большие выбросы в таком случае со Стрелком не связаны. Да и в принципе, из-за редконов Сталкер 2 все объяснения Лебедева о природе выбросов можно списать на то, что он манипулировал Шрамом. И все это вранье. Таким образом, все объяснения, которые изначальные разработчики преподносили как факты, теперь просто перечеркнули. И ради чего? Еще отмечу, что большинство игроков воспринимают игры с позиции ватсонианства. Ну это так называется. С позиции лор-канона. Это не хорошо, не плохо, просто так есть. Вот разработчики сказали, что ЧН это марионетки осознания. И все, новая инфа воспринимается так, будто это было всегда. Люди будут играть в старое чистое небо, снимать про него ролики, натягивая эти редконы на старую игру. Хотя все эти редконы полный бред, если думать о них дольше 2 секунд. Ладно, раз тут сюжетные повороты буквально из фанфиков, то как-то иначе воспринимать игру смысла не вижу. Ну извините, если часть лор-канона Stalker 2 это теория Занзакса, ну это о чем-то договорит. Поэтому, ребята, летающие лягушки. Давайте успокоимся и просто помедитируем, смотря как летают лягушки. Такая сценка встречается в разных местах. В данном случае это рядом со зданием, где кабинет Лебедева. Кстати, мы с подписчиками в ДС обсуждали этот момент, и все думали, что это баг. Но это не баг. Судя по официальным работам с ArtStation, это такой элемент наполнения зоны. Из-за гравий-аномалий лягушки и не только начинают летать в воздухе.
Ладно, оставим в покое лягушек. Далее я хотел бы процитировать своего товарища Картотеку. Проблема не просто в непонимании новыми разрабами группировки «Чистое небо» как таковой. Проблема в непонимании приквела, где старая команда хотела показать серую мораль, где нет правых и виноватых, о чем не раз рассказывали в интервью. Много раз было сказано, что задумка игры — показать историю Стрелка под другим углом. В приквеле Стрелок внезапно не герой, а тот, из-за кого случаются выбросы, расшатывающие зону. Нам показаны последствия его стремления добраться до центра. Но из-за Stalker 2 получается, что с Волотой все-таки не Стрелок, а чистое небо. И они пытаются остановить Стрелка не потому, что он угрожает большой земле, выбросами и катастрофой, а потому что прикрывают зад осознанию. И Клыка убили, потому что злодеи подстилки осознания, а не потому что, так сказать, были вынуждены, спасая зону. Их можно было понять. Игра «Чистое небо» — это изначально несколько деконструкция истории ТЧ. А теперь же у нас деконструкция деконструкции. Парадокс? Кстати, недавно вышел ремастер Обливиана, и один из его разработчиков, покинувший студию незадолго до релиза, сообщил, что они наняли специального человека, который разбирается в лоре, чтобы он следил, чтобы в новой игре нигде не ошиблись в истории мира. Это показывает уважение разработчиков и к серии, за которую они берутся, и к фанатам. Плюс есть понимание, что если наломать дров в лоре древних свитков, фанаты начнут бугурт, а Говард даст по шапке. По-моему, это отличный пример, чтобы сравнить его с ситуацией в Stalker 2. А что, так можно было, что ли? Блин, нам же теперь еще и намекается, что Шустрый убил Клыка, и мы не знаем, выполнил он приказ или нет, это вот такой намек. Что это мог быть Шустрый? Опять-таки, ну это просто смешно, что все сообщество сталкеров спорило, кто же убил Клыка, а это был чувак с флешкой не ниже пояса. То есть мог быть он, такой профессионал, убил Клыка, но попался бандитом. Мы не знаем наверняка, он это или нет, то есть тут только намек, и такой подход с намеками касается многих элементов Stalker 2, это генерирует обсуждение и видео по типу вот этого, тем самым продлевая жизнь игры в инфополе. Поэтому зачем оставлены эти намеки, понятно, но насколько они ценны для мира игры, для фанатов, вот это уже вопрос. И конечно, это только один из таких разочаровывающих аспектов Stalker 2. Про какие-то я уже говорил в предыдущих обзорах, про какие-то только предстоит. Да, впереди у нас Припять, огороженная стеной из вагонов, позади у нас Шрам Шизофреник. В общем, оставайтесь на канале, счастья, здоровья, переходите в плейлист, смотрите предыдущие выпуски. А с вами был Вандалий. Теперь все встало на свои места.